Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 60 неразгаданных тайн истории. Надеюсь, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. В этом видео мы хотим рассказать вам 60 неразгаданных тайн истории. Возможно, многое из данного видео лишь фантазии, а указанные факты имеют какое-то логичное объяснение, но на данный момент, на наш взгляд, нет какого-то четкого ответа, поэтому предлагаем вам самостоятельно ознакомиться с неразгаданными тайнами истории, которые нам видятся наиболее интересными. Хотим отметить, что на наш взгляд многое из приведенной информации является предметом споров, и дискуссии не является истиной в последней инстанции. Если у вас есть что сказать по содержанию видео, милости просим в комментарии. История – это не точная наука. Здесь нет раз и навсегда установленных закономерностей, незыблемых постулатов и аксиом. По факту это всего лишь набор субъективных мнений и трактовок отдельных событий. В идеале эти трактовки должны быть максимально пластичными и периодически меняться, исходя из вновь открытых фактов, но в реальности этого не происходит. Более того, историческая наука будто законсервировалась внутри себя самой и не привлекает к работе ни геологов, ни физиков, ни инженеров, которые открыто говорят «такое невозможно» по поводу немалого количества исторических объяснений того или иного события. В итоге факты, укладывающиеся в установленную парадигму, становятся признанными, а те, что в нее не вписываются, объявляются подделками или просто замалчиваются. Но проблема в том, что таких неудобных фактов открывается настолько много, и с каждым годом эта лавина так увеличивается, что уже даже самым отъявленным скептикам становится тяжеловато по-прежнему над ними посмеиваться, объявляя их измышлениями дилетантов. За какую тему ни возьмись, все хорошо и гладко лишь на первый взгляд. И это вовсе не проблема только русской истории, ровно то же самое и в истории мировой. 1. Засыпанные города. Практически во всех уголках России и мира каждый из нас своими глазами может наблюдать засыпанные первые этажи зданий. Вспомните характерные окошки, врытые в землю наполовину или на 2/3 на уровне асфальта. Последнее еще можно было бы объяснить подъемом дорожного полотна. Допустим, при строительстве дороги сделали насыпь, что дало те самые 1–1,5 метра. Однако этим дело не ограничивается, закопано буквально все, причем в фантастических объемах. Возьмем одну только Москву, Политехнический музей. При реставрации обнаружили, то есть ранее об этом даже не знали, как минимум 2 подземных этажа. Гостиный двор также, очевидно, частично закопан. Заходя по центральной лестнице, которая ведет наверх, вы тут же попадаете в огромный зал, который где-то внизу, и уже внутри здания вынуждены спускаться как бы в подвал. То есть центральная лестница сегодня, скорее всего, ведет ко 2-му этажу здания. Точно так же засыпан и Санкт-Петербург. Просто посмотрите внимательно, скажем, на здание Эрмитажа. Окна 1-го этажа явно непропорциональны, они гораздо ниже 2-го, что даже создает некую визуальную дисгармонию. А еще ниже и вовсе ряд закопанных в землю окон. Можно ли при строительстве дороги настолько закопать центральные здания города, на строительство которых потрачено огромное количество средств? Одно дело – дорога у деревянного дома в поселке городского типа, но другое дело целый этаж, 2–3 этажа в столице. А что же раньше? Когда, собственно, строились Политех, Гостиный двор и Эрмитаж. Там вовсе не было дорог, но у историков припасены еще 2 объяснения. Мы их сейчас приведем, а вы уж сами решайте, звучат ли они убедительно. Объяснение 1. Культурный слой. Пыль, грязь, дожди, люди мусорят, вот так, мало-помалу земля утрамбовывается,
накапливаются новые сантиметры, а с течением столетий целые здания погружаются под землю. Ну и люди нечего делать, просто прорубают новый вход на второй этаж и начинают заходить в дома, скажем, в гостиный двор, через него. Кстати, 20 век какой-то не такой, как все предыдущие столетия. Ну, бывают же исключения. Если сравнить фото одного и того же здания, скажем, 1920 и 2020 года, можно заметить, что культурный слой не прирос ни на сантиметр. Объяснение 2. В землю заглублялись изначально. Дело тут якобы вот в чем: земля в городах дорогая, а рабочих строителей крепостных, которые трудятся на стройке, надо где-то поселить. Поэтому поступали так: сначала вырывали котлован, будущий подвал, в который и заселялись эти рабочие. Окна там тоже делали, чтобы им было светло. Потом по мере строительства его закапывали, и он превращался в дополнительное помещение, подвал, в котором, когда не было холодильников, как раз было удобно хранить различные припасы. Что ж, объяснение очень даже неплохое. Но исключения опять все портят. Зачем же тогда эти этажи, изначально запланированные как, во-первых, подлежащие засыпанию, а во-вторых, времянки-бытовки для крепостных, декорировали снаружи точно так же, как и парадные верхние этажи? Фигурные кирпичные кладки, резьба, колонны – все это есть. И почему, если все было по плану, сегодня ученые раскапывают их случайно при реставрации и с большим удивлением? Еще вопрос, как насчет городов вроде Санкт-Петербурга, которые постоянно затапливались, насколько оправдано было специально заглубляться в землю в подобном месте? Например, в Венеции не подвалы копают, а ставят сваи. Или возьмем стены крепостей монастырей, стоящие даже не в городе, а отдельно в чистом поле, то есть нет проблемы со свободным местом для размещения рабочих. Ладно бы подвалы на территории, но зачем же засыпать стены и башни по периметру, коль скоро вы уже вырыли котлован, который можно, к примеру, залить водой и создать дополнительную преграду для неприятеля? 2. Странные даты. Сегодня, кажется, все уже знают, что Петр I изменил наш календарь и с 1700 года ввел в России новое летоисчисление. Вместо 7208 года от сотворения мира наступил 1700 год от Рождества Христова. Старые даты есть в многочисленных документах, летописях, на памятниках и прочем, и их реальность обсуждению не подлежит. Однако что это за 5508 лет, которые Петр обнулил, до сих пор никто внятно не ответил. Многие альтернативные историки по этому поводу пишут, что старый отсчет шел от даты заключения мирного договора, равно сотворения мира, подразумевающей победное окончание некой древней масштабной войны между проторусами и аримами плюс-минус территория современного Китая и населяющих его народов. Однако, хотя эта трактовка и широко растиражирована, но каких-то реальных документов, либо летописей, которые могли бы ее подтвердить, не имеется, по крайней мере в открытом доступе. Официальная же история гласит, что речь идет о византийском календаре, который использовался с подачи Византии и в России, и в других православных странах, как минимум со времен Ивана Грозного и до Петра. Под формулировкой «от сотворения мира» подразумевается датировка от библейского сотворения мира. Причем эта дата была высчитана церковными иерархами искусственным путем на базе предания о шестидневном сотворении мира Господом и с учетом того, что у Господа один день как 1000 лет, а Адам был сотворен в середине 6-го дня. Соответственно, было решено, что Иисус Христос пришел на землю спустя 5500 лет от сотворения мира. Кстати, когда именно и по чьему указу приняли именно такую датировку, неизвестно. А Ватикан использовал вовсе другую систему отсчета. Главный контрдовод против официальной теории – это русские же летописи. Ведь согласно приведенному выше объяснению, первые 5500 лет календаря от сотворения мира не должны содержать вовсе никаких событий, ведь люди, согласно этой логике, еще вовсе не были сотворены. Однако сказание о Словени и Руси открывается датой 2244 лето от сотворения света, это 3264 год до нашей эры, по современному григорианскому исчислению.
Исходя из библейской трактовки, это совпадает с третьим днем творения, когда люди еще не были сотворены. А тут оказывается, что человеческая история уже вовсю идет, причем не какая-то далекая и чужеземная, сказ идет о наших прямых предках-скифах, московитах, славянах и русах, которые активно действуют на мировой арене по всей Евразии. Но это еще не все странности с календарями, ведь существует огромный массив летописей, исторических документов, памятников и прочего, и в России, и по всему миру, где дата вовсе записывается как Ай-763, Ай-831, Ай-620. И с точкой вроде как отсылает нас к аббревиатуре Иисус, однако в этом случае получается, что повсюду приписано лишние тысячи лет, о которой, кстати, очень часто говорят альтернативные историки. Взять хотя бы Средневековье, довольно мутное время, в течение которого развитие науки, культуры и искусства вроде как замерло чуть ли не на тысячелетие, пока люди вновь не проснулись с эпохой Возрождения. В противном случае следует признать, что летописцам разных стран в разные времена почему-то казалось удобным и логичным писать и с точкой вместо единицы. Причем к такому необычному решению они пришли единогласно, но не совещаясь. Историки так и говорят: просто не обращайте внимания, так было принято записывать единицу. 3. Неудобные мегалиты. Единственная древность на территории России, существование которой, кажется, признается официальной историей, это комплекс Аркаим. Вероятно, ему так повезло потому, что это хоть и интересное, но все же не такое уж технологичное сооружение. А вот десятки, сотни других, причем идеально обработанных и уложенных мегалитов, просто не принимаются во внимание. Одно их перечисление заняло бы больше целой статьи, поэтому сейчас остановимся только на некоторых. Одно из интереснейших сооружений, которое у всех на виду, но почему-то не вызывает вопросов, это Соловецкий монастырь. В его основании лежат поистине мегалитические глыбы, некоторые блоки выше человеческого роста и весят никак не меньше 15 тонн. Для сравнения, блоки в пирамиде Хеопса весят всего по 2,5 тонн каждый. Никаких планов и чертежей столь грандиозного строительства, как водится, не имеется. При этом по официальной истории монастырь был построен монахами всего за 14 лет, а работали они только в летнее время. Более того, первые каменные постройки на Соловках появились, как нам говорят, не раньше 1552 года, а на картах Московии 1537 в районе Соловков уже отмечен некий гигантский город, сопоставимый с Москвой и Пермью Великой. Русский север вообще крайне богат на различные загадочные сооружения. На тех же Соловецких островах есть множество каменных лабиринтов неясного назначения, и на архипелаге Кузова единственный в мире 15-тонный каменный трон, ориентированный так, чтобы в день зимнего солнцестояния солнце проходило точно по вершине ближайшей сопки. В Карелии на горе Ватаваара найдена целая россыпь каменных образований, многие из которых имеют идеально ровные спилы и 90-градусные углы. Что уж говорить про сейды, камни на ножках, которые уже стали визитной карточкой этого места. Однако и далеко в Сибири есть немало интересного и хорошо сохранившегося. Чего стоит один только комплекс Горная Шория, опять же с идеальными прямоугольными блоками одинакового размера. Но это, разумеется, просто силы природы их обточили ветрами и уложили друг на друга, другого и не думайте. Наконец, хотелось бы упомянуть, что в России немало и гигантских пирамид. Само собой, ни одну из них никто не исследовал, это же природные образования. Но вот парадокс: подобные пирамиды, заросшие лесом и кажущиеся обычной горой, находили в свое время по всему миру. Именно в таком заросшем виде обнаружили в свое время пирамиды в Мексике. Из последнего пирамиды Османагича в Боснии. И как только там начинали копать, так сразу оказывалось, что никакая это не гора, а самый настоящий рукотворный объект. В 2005 году Семир Османагич в Боснии на горе Височица под 1,5-метровым слоем земли раскопал огромные каменные блоки, ровно состыкованные друг с другом. Возраст пирамиды оценен исследователем в 10-12 тысяч лет. Рядом найдено еще несколько таких же, плюс огромные каменные шары,
как на острове Чампа в России. В общем-то, точно такие же пирамиды, как найденные Османагичем, есть у нас на Урале, на плато Путарана, и, возможно, пирамидами являлись сопки, брат и сестра в Приморье. Взгляните на архивные фото 1931 года. Кстати, сопка-пирамида Брат была взорвана в 1956 году под предлогом разработки известняка. Странность в том, что взорвана была именно вершина, а добычу, как правило, начинают с подножия. Более того, неподалеку рядом с нужным портом уже был известняковый карьер, а с Брата известняк пришлось бы возить через реку паромами. 4. Где находится путь из Варяг в Греки? Одна из краеугольных тем нашей истории – Великий путь из Варяг в Греки. Сколько раз все мы рисовали его на контурных картах, либо же читали эти строки в описании того или иного города, что, мол, он разросся, прославился, именно потому что стоял на этом пути. Считается, что от Новгорода он шел по реке Ловоть на юг куда-то, в сторону Смоленска, через который протекает Днепр и где должен был быть Волок. Альтернативные исследователи уже не раз ставили под сомнение соответствие современного Великого Новгорода летописному. Вроде бы и масштаб Кремля не тот, сравните, например, с тройным кольцом крепостных стен Пскова, и стоит слишком далеко в глубине континента, хотя и входил в союз ганзейских городов, а они все являлись морскими портами. Но оказывается, дело тут не только и не столько в Новгороде. Попробуйте найти на карте сам торговый путь. Вот фрагмент известной карты 1613 года Гесселя-Герица, можно взять и другие, но здесь это видно особенно хорошо. Места, где должен проходить этот самый путь, практически безлюдны, единичные поселения, а Новгород отмечен красной звездочкой слева, стоит буквально в поле, один-одинешенек. Другое дело Северная Двина, в красном круге, названия населенных пунктов просто еле-еле умещаются на карту, и сразу понятно, где кипела жизнь, торговля и шли корабли. Неудивительно, что именно на Северной Двине существует такое разнообразие росписей как нигде больше, оточенных до художественного совершенства, чуть ли не в каждом селении своя. 5. Чудеса картографии. Старинных русских карт вовсе не существует, что уже само по себе подозрительно, ведь новгородские кочи ходили как минимум до Оби, а то и дальше. Первая известная, или сохранившаяся, это карта Семена Ремезова, 1698-1701 года. Придется обращаться к иностранным, а их немало и какую ни возьми, все не так, как нам рассказывают историки. Появляются города, о которых никто никогда не слышал, и наоборот привычные нам центры куда-то исчезают. Береговая линия не такая, моря и регионы названы как-то неправильно, более того, есть целое государство Тартария, полностью вымаранное из истории, но сохранившееся на всех европейских картах, причем в динамике где-то оно делится на Московскую Тартарию, Китайскую и независимую, территория Средней Азии и Индии, где-то представлена одним образованием, причем границы ее двигаются от карты к карте то туда, то сюда. Мы не будем подробно останавливаться на теме Тартарии, слишком уж она объемна. Обратим внимание лишь на один показательный момент. Приверженцы официальной истории говорят, что с картами Тартарии нет никакой проблемы, а как насчет официального флага и многочисленных упоминаниях в трудах путешественников, мол, ну это и есть Золотая Орда, и на картах она обозначена плюс-минус как Тартария. И вообще это не страна, а просто регион. Но дело в том, что на тех самых картах даже Северный Ледовитый океан назван Тартарским морем, иногда еще Скифским. А основные города этой вроде как несуществующей империи находятся вовсе не там, где вы бы ожидали увидеть ставку золотоордынского хана, а на Дальнем Востоке. Более того, авторы 17-19 века отождествляют Тартарию вовсе не с Ордой, а со Скифией. А правителей и жителей Тартарии довольно часто описывают как голубоглазых блондинов. Таким образом, тема Тартарии, которая еще ждет официальных исследований, подтверждает то, что скифы, тартары, славяне, русы испокон веков жили на огромных территориях по всей Евразии. На это же указывают и единообразные находки в скифских курганах по всей Евразии, от Причерноморья до Сибири. Мы сегодня вполне возможно в полной мере
являемся наследниками как Руси, так и Тартарии, а значит и отсчет освоения Сибири нужно вести не с Ермака, а с гораздо более древних времен. А вот чего на картах нет, так это столицы золотоордынского хана города Сарая, куда наши князья в период ига вроде как ездили за ярлыками. Нет на картах и летописного Киева. Московия есть. Россия, Руссия есть. А чего нет, того нет. В связи с этим возникает вопрос, а кто вообще, и когда, и зачем ввел в обиход понятие Киевской Руси. По факту многочисленные упоминания о Киеве есть только в былинах, которые в основном были записаны на русском севере и на Урале, под самим же Киевом не найдены вовсе, и в трудах историков. Известный исследователь Александр Пыжиков, доктор исторических наук, профессор, заместитель министра образования РФ в 2003-2004 годы, вовсе считал, что под татаро-монгольским игом скрыто иное иго, шедшее на нас с запада, под католическими знаменами с территорий современных Литвы и Украины. Он считал, что последующее возвеличивание указанного города в трудах историков и через него создание устойчивой ассоциации с Византией связано именно с проникновением этого пришлого дворянства в высшие круги страны и их желанием придать дополнительную легитимность династии Романовых. 6. Татаро-монгольское что? Есть и другие версии про то, чем в действительности было татаро-монгольское иго. Можно четко предположить в том виде, в котором его рисуют историки, никакого ига на Руси никогда не существовало. В пользу этого говорят новейшие исследования генетики, отсутствие языковых заимствований из монгольского в русском, отсутствие официальных документов на монгольском, полный провал с объяснением логистики татаро-монгольских орд, многочисленные иконы, на которых русские и татары неотличимы друг от друга, необъяснимые дружественные отношения Александра Невского с ордынскими ханами, а также другие странности и нестыковки, как то расцвет зодчества и иконописи при татаро-монголах, многочисленные брачные союзы между русскими князьями и татаро-монголами, избирательный характер сожжения городов и прочее. Вкратце все это можно объяснить и подытожить так: орда означает организованное войско, армию. И скорее всего она просто наводила порядок на территориях огромной империи, Скифии, Тартарии, где возникала смута, те самые княжеские междоусобицы Древней Руси, самого западного края единой империи. Внешне, культурно и в языковом плане войска Орды, скорее всего, не отличались от населения Руси. 7. Звездные крепости. Так называемые крепости-звезды или звездные крепости рассыпаны тысячами по всей планете, независимо от государственных границ и сфер влияний тех или иных культур. В России крепости-звезды лежат в основе Ростова Великого, Таганрога, Смоленска, Кизляра, Великих Луг, Омска, Тамани, Владивостока, Астрахани, Керчи, Севастополя, Бийска, Оренбурга, Петропавловска, Адлера, Балтийска, Геленджика, Калининграда, Твери, Челябинска, Сергиева Посада, Орешек, Выборг, Ниеншанс, Петропавловская крепость, Осиновая роща все также являются звездными крепостями. В большинстве случаев это в общем-то даже не крепости, так как стен как таковых нет, это земляные валы, идеальной характерной формы звезды или кристалла, которые наблюдателю с Земли практически незаметны, для него они воспринимаются как ямы и овраги. А вот с воздуха картина потрясает воображение. Потрясает при этом и то, что до настоящего момента официальная наука никак не объясняет этот феномен в комплексе, с учетом того, что все крепости-звезды в мире построены как под копирку. При этом, хотя все они практически одинаковы, история их создания в каждом случае совершенно разная. Здесь крепость построил приглашенный из Европы прославленный инженер, там казаки-первопроходцы, там, скажем, в Индии, английские колонизаторы. Более того, далеко не всегда звездные крепости даже считаются местной достопримечательностью или археологической ценностью, а в тех случаях, когда это так, акцент идет на то, что построено сверху, а не на звездчатый земляной вал. Звездных крепостей как бы вовсе нет в поле общественного внимания. Часто внутри них располагаются стадионы, жилые массивы или кладбища.
Иногда они стоят где-то в чистом поле, посреди ничего. Почти всегда первоначальная площадь звезды гораздо внушительнее того сооружения – Кремль, монастырь, замок, которое построено поверх валов. Также есть большие сомнения в их фортификационном назначении, так как некоторые крепости построены в низинах. 8. Беспросветная безграмотность. Еще одна популярная мантра традиционной истории про тотальную безграмотность населения России, за исключением нескольких процентов, куда входили дворяне, но и отчасти купцы. В безграмотные записали и атамана Емельяна Пугачева, которому это не помешало умело координировать действия своих войск во время крестьянской войны. Мы так привыкли к этому постулату о всеобщей безграмотности, что даже не задумываемся о том, возможна ли такая ситуация в принципе. Так, в самых разных русских городах при раскопках находят многочисленные берестяные грамоты X-XIV веков, причем их обыденно-повседневное содержание указывает на то, что грамота была известна широчайшему кругу людей и успешно применялась ими в жизни. А теперь вопрос, могут ли у грамотных родителей вырасти безграмотные дети. Грамота 6 из Пскова датирована 1260-1280 годами, от Кюрика и от Герасима Конфиму. О беличьих шкурках. Если, или, что, вы еще не сторговали, то есть не запродали, то пришлите сюда немедленно, потому что у нас здесь есть спрос на беличьи шкурки. А тебе, если будешь свободен, то приезжай, буквально, будь, к нам Ксенофонт нам напортил, нанес ущерб, расстроил дела. А об этом человеке, то есть Ксенофонте, мы его не знаем. А в том воля Божия и твоя. Или посмотрим на это под другим углом. Историки говорят, что книги были очень редки и дороги, и кроме того, школьное образование не было доступно значительной части крестьянских детей. Но постойте, дети в школе не учатся читать 11 лет, а книги не нужны, чтобы научиться складывать 33 буквы в слога. В действительности это очень простой, если не сказать примитивный, но в то же время очень полезный в жизни каждого человека навык. Один грамотный человек на деревне легко может зимними вечерами научить читать всех, кто пожелает. Обучение можно провести, чертя палочкой на песке или угольком на бересте. Ровно так же книги не являются единственной причиной, чтобы научиться читать и писать. Буквы – это всего лишь способ передачи информации, не обязательно научной, любой. Можно, не имея дома ни единой книги, передавать сообщения тому, кого не смог застать лично, или тому, кто живет далеко, можно фиксировать на бумаге какие-то договоренности. А как насчет массовых ярмарок, на которые несколько раз в год съезжались, чуть ли не все окрестные деревни и торговали там кто чем? Неужели люди вели свои торговые расчеты просто на пальцах? Или ставили палочки-зарубки, а может быть под словом «безграмотность» раньше понимали что-то другое? Безграмотный – это не тот, кто не умеет читать и писать, а кто? Тот, кто не говорит по-французски, не разбирается в искусстве эпохи Возрождения или придерживается старых традиций. Может быть, черта между условными грамотностью и безграмотностью – это западная система ценностей, которую активно насаждает на Руси Петр, и в дальнейшем продвигают и последующие Романовы. Новый календарь, новое исчисление времени суток, запрет на ношение традиционной одежды и прочее. 9. Избирательная фотография. Еще одно любопытное наблюдение, причем из довольно близких нам времен, это странности, связанные с фотографиями. Фотография, согласно официальной истории, была изобретена в 1839 году. В том же году начинается ее активное использование в России. К концу XIX века у нас выходило несколько журналов, посвященных искусству фотографии. Само это увлечение было довольно популярно в высшем свете, проводились ежегодные выставки фоторабот. При этом в архивах нет ни единой фотографии хоть какого-нибудь бала, только сильно отретушированные фоторисунки, которые уже по сути и не являются фотографиями, а представляют собой иллюстрации. Единственный запечатленный фотобал – это костюмированный бал, маскарад царской семьи в русском стиле
1903 года. Это спустя 64 года после изобретения фотографии. Можно сказать, что прошла жизнь 2-3 поколений. Впоследствии костюмы с этого бала были также увековечены на знаменитой карточной колоде в русском стиле. То есть получается, что балы, как нам говорят, проводились повсеместно и ежегодно и царями, и дворянами, и мелкопоместными сообществами. Там собирался цвет города, уезда, нации, то есть это совершенно очевидно всегда было неким важным событием. А вот фотографы туда не ходили. При том, что многие посетители этих балов, дворяне, сами увлекались фототехникой и фотоискусством. Но у историков есть ответ. Фототехника тогда была еще несовершенна и просто не могла запечатлеть танцующих людей при тусклом освещении. Но, робкий вопрос, почему именно танцующих? Разве они не могли ради такого случая встать рядами, замереть и запечатлеться на память, ведь фотографий такого формата с других мест и событий полным-полно. Традиционное фото на память. Никто не пляшет и даже не шевелится. Что касается освещения, многие балы начинались еще засветло, а залы должны были быть ярко освещены тысячами свеч. Еще одно объяснение: высший свет якобы не относился к фотографии серьезно. Считалось, что это что-то для черни, а настоящие аристократы должны быть увековечены в портретах, а не фотоснимках. С этим также трудно согласиться. Во-первых, все новое и технологичное всегда интересно людям, и именно в высшие круги общества оно попадает раньше всего. Во-вторых, фотоснимков знати как таковых немало, не брезговали фотографией, и цари их портреты также сохранились. В общем, вот такие архивные фотографии есть, а фотографий балов нет. Фото носильщиков на Кавказе, 1870 год. Нижний Новгород, 1870-1875 года. 10. Здания в России строились под другой климат, явно не подходящая для нашего климата архитектура дворцов с огромными окнами в пол и отоплением в формате маленькой печи-голландки, многочисленные свидетельства поздней переделки внутреннего пространства церквей для строительства обогревательных печей, не заложенных в изначальном проекте, отсутствие картин с зимними пейзажами России до примерно середины XIX века, отсутствие продолжительной традиции печного дела в России как таковой. Историки, изучающие ее, отсчитывают развитие печей в России не далее как от отметки 300 лет назад. Более того, долгое время, особенно в крестьянских домах, печи по какой-то причине продолжали топить по-черному, то есть без дымохода. Это при том, что дымоход не является какой-то сложной технической конструкцией и не требует никаких материалов, кроме, скажем, горшков без донышка, сложенных один на другой. Еще показательный момент. Есть свидетельство о существовании неких общих печей для приготовления пищи за деревней, что означает, что внутри каждой отдельной избы печи не было. Есть немало гравюр с избами, на которых нет труб. Да и само слово «печь» в русском языке указывает в первую очередь именно на приготовление пищи, а не на обогрев. 11. Абсолютно прямые просеки. Абсолютно прямые, как линии на бумаге, и не зарастающие просеки в лесах, которые тянутся по всей России на тысячи километров, причем даже в самых труднодоступных местах. Сегодня они хорошо просматриваются со спутниковых карт, что позволяет энтузиастам самостоятельно их находить и изучать. Наличие просек обычно объясняется советской геолого-разведочной деятельностью или сейсмопрофилями, однако замеры показывают, что чаще всего они кратны версте, а не километру, то есть возводились кем-то гораздо раньше. 12. Странные гравюры и рисунки. Наличие ряда странных гравюр и рисунков, оставленных средневековыми путешественниками по России, на которых вместо привычных нам крестов на куполах и шпилях изображены то 3 горизонтальные черты, то своеобразная вилка. Трудно поверить, что западные гравёры, которые сами были католиками либо протестантами, могли не разглядеть такого привычного им символа. 13. Вилочковый крест. Многочисленные практически одинаковые надгробные плиты в европейской части России
с так называемым вилочковым крестом, то есть символикой, которая была крайне важна и не менялась столетиями, но смысл которой по сей день никто внятно не объяснил. Ряд авторов в принципе сомневается в том, что изначальное назначение этих изделий как-то связано с захоронением. Возможно, это стало уже новым вариантом использования на каком-то этапе. Сегодня многие из них вовсе лежат под ногами в составе каменных дорожек. 14. Война 1812 года. Странности, связанные с различными артефактами войны 1812 года. Так, с одной стороны, в российских музеях, а также и на аукционах отсутствуют полностью, нет ни одного. Такие предметы, как рюкзак и кокарда французского солдата наполеоновской армии, хотя они были у каждого из более чем 400-тысячной армии и должны хорошо сохраняться со временем. С другой стороны, существует множество необычных для современного восприятия русских и французских памятных предметов XIX века, посвященных событиям 1812 где Александр и Наполеон изображены одновременно и на равных, например, на аверсе и реверсе памятной монеты. Не странно ли это по отношению к врагу, который жег старую столицу? И, кстати, почему он вообще направился на Москву, в то время как его противник базировался в Петербурге? На фото изображено «Россия. 1912 год. Бронза. Мастерская Жаккара. Памятная прямоугольная медаль, плакет, выпущенная в Санкт-Петербурге мастерской Жаккара к столетию Отечественной войны 1812 года для массового покупателя. 15. Была ли Атлантида? Атлантида – самый известный из легендарных материков древнего мира. О ней подробно писал Платон. Ее упоминали в своих сочинениях Геродот, Диодор Сицилийский, Поседоний, Страбон и Прокул. По словам Платона, остров находился на западе от Геркулесовых столбов, напротив гор Атланта. Во время сильного землетрясения он за один день ушел под воду. Случилось это примерно в 9500 году до нашей эры. Атлантиду искали по всему миру, от Гибралтара до Перу и Бразилии, но на сегодняшний день нет ни одной научно обоснованной теории ее месторасположения. 16. Был ли всемирный потоп? Всемирный потоп упоминается не только в канонических книгах Библии, но и в поздних апокрифах. Например, в книге Еноха. Встречается сюжет о потопе и в других книгах, в еврейской Агаде и в Мидраше Танхума, а также в шумерском мифе о Зеусудре. Первые дошедшие до нас шумерские поэмы о потопе восходят к XVIII веку до нашей эры. Упоминания о трансгрессиях моря есть в мифах всех культур, но был ли потоп на самом деле? Историки пока не могут дать однозначного ответа. Однако известно, например, о том, что около 5600 года до нашей эры в Средиземноморье случился настоящий потоп, когда из-за землетрясений уровень Черного моря поднялся на 140 метров, оно увеличилось в 1,5 раза, появилось Азовское море. Возможно, для жителей тех мест это и был всемирный потоп. 17. Кто построил пирамиды? Как бы современные реконструкторы и ученые не бились над решением загадки строительства пирамид, версий способа их постройки существует множество. Одни специалисты говорят о том, что пирамиды строились из готовых блоков, вытесанных в породе, другие, например, Жозеф Давиловец, говорят, что блоки производились уже на месте строительства из смеси каменной крошки и геополимерного бетона на основе известняка. Логичную научную версию строительства пирамид мы приводим в своем видео «50 тайн мира», которые, наконец, раскрыты наукой. Открытым же остается вопрос о том, кто строил пирамиды, рабы или вольнонаемные работники, и сколько их было. 18. Кем были шумеры? О шумерах мировое сообщество узнало только в середине XIX века, когда ученые доказали, что в Междуречии существовало государство, чей возраст достигает 6000 лет. Именно от него Вавилон и Ассирия унаследовали свою культуру. До сих пор неизвестно, откуда шумеры пришли в Месопотамию. Предполагается, что это был горный регион, поскольку в языке шумеров слово «страна» и «гора» пишутся одинаково. Также это должна была быть местность с развитыми технологиями,
Шумеры были пионерами во многих областях знаний, от астрономии до физики. Предположительно, но пока не доказано, что это мог быть юг Индии. 19. Открывали ли викинги Америку? Нормандскую версию открытия Америки озвучивают все чаще, однако по-прежнему официальной является версия колумбовская. В них обеих интересно то, что оба раза Америку открыли по ошибке. Скандинавский торговец по имени Бjarni Хирюльфсон сбился с курса из-за шторма, а Колумб плыл в Индию. Материалов по нормандской версии гораздо меньше, чем по колумбовской, причем не все из них считаются подлинными, что сильно подрывает к ней доверие. 20. Кем были гиксосы? Их называют царями-пастухами. Именно в период их правления в Египте появилась двухколесная военная колесница, изменившая тактику ведения боя. Известно о них немного. Гиксосы – кочевые племена, властители пустынных Нагорий, вторгшиеся в Египет около 1700-х годов до нашей эры. Они правили им более 100 лет и даже основали целую династию гиксосских царей. Изгнанные из Египта гиксосы были только в 1587 году до нашей эры, основателем 18-й династии Яхмосом I. Вопрос о том, кем именно были гиксосы, откуда пришли и куда исчезли, остается открытым. 21. Почему вымерли неандертальцы? Геном человека и неандертальца идентичны, примерно на 99,5%, но это не говорит о том, что мы произошли от неандертальцев. С обезьянами у нас сходство генома 98%. Вопреки расхожему мнению о том, что неандертальцы были полудикими, они таковыми не являлись. Это была достаточно развитая эволюционная ветвь, они даже умели делать музыкальные инструменты. Версии их исчезновения таковы: 1. Ассимиляция. 2. Геноцид кроманьонцев. 3. Ледниковый период, который они не выдержали, потому что не умели изготовлять одежду за ненадобностью. Ни одна из этих версий пока не является научно узаконенной. 22. Куда исчезли скифы? Считается, что Скифия стала первым государством, исчезнувшим в результате великого переселения народов. Скифы воевали с сарматами, Филиппом и Александром Македонским, с готами и гунами. Считается, что после поражения последним большая часть скифов погибла, многие же вошли в состав армии победителей. В истории из-за этого большая путаница с поздним определением скифов. Некоторые историки причисляют к потомкам скифов чеченцев и осетин. 23. Отчего умер Александр Македонский? Мы до сих пор не знаем, где похоронен Александр Македонский. Это существенно снижает шансы узнать главную загадку, отчего он скончался в самом расцвете сил, в 32 года. Персы, которых он беспощадно разгромил, утверждали, что полководца покарало небо за осквернение могилы царя Кира. Вернувшиеся домой македонцы говорили, что великий полководец умер от пьянства и распутства. Источники донесли до нас сведения о его 360 наложницах. Римские историки считали, что его отравили неким азиатским ядом замедленного действия. По самой распространенной версии, Александр умер от малярии. Она не объясняет, почему она нанесла такой единичный удар. 24. Существовал ли король Артур? Короля Артура практически все мы знаем с детства. Артуровский цикл был бестселлером еще в средние века, а в наше время стал одним из культовых феноменов массовой культуры. Некоторые критики утверждают, что вся литература жанра фэнтези вышла как раз из артурианы. Однако достоверность существования Артура как отдельной исторической личности до сих пор не доказана. Вероятно, реальный прототип Артура носил другое имя, либо это собирательный образ из нескольких прототипов. 25. Почему чума косила Европу? В истории с европейской пандемией чумы, которая буквально косила Европу в средние века, много непонятного. Так, диких грызунов, ареалы которых бы еще и простирались столь далеко на север, установить не удалось. Нет ответа и на вопрос о том, почему пандемия черной смерти поразила Европу в той же последовательности и по тем же территориям, и за то же время, что и первая пандемия, чума Юстиниана 531
589 годов. Каким образом ее очаги разгорались синхронно на очень протяженных территориях Европы, например, эпидемии чумы в Москве и Лондоне в середине 17 столетия. 26. Куда пропало золото царской семьи? К началу Первой мировой войны Российская империя обладала самым большим в мире золотым запасом, который оценивался в 1 миллиард 695 миллионов рублей, 1311 тонн золота, более 60 миллиардов долларов по курсу 2000-х годов. Судьба большей части золотого запаса царской России до сих пор неизвестна. Золото Колчака. Это было примерно 490 тонн чистого золота в слитках и монетах стоимостью в 650 миллионов. По одной версии, его украл чехословацкий корпус, по другой, его спрятали по приказу самого Колчака, по третьей, средства осели в европейских банках. 27. Куда пропало золото тамплиеров? Несметные сокровища тамплиеров до сих пор являются легендарными. По словам историка Лозинского, главный казначей ордена был главным казначеем Франции, а самым крупным должником ордена был король Франции Филипп IV Красивый. После суда над тамплиерами он обнаружил, что драгоценностей и золота в сокровищницах оказалось не так много. Куда пропало золото тамплиеров? Загадка. Известно, что часть накопленных сокровищ спасшиеся тамплиеры переправили на кораблях, но куда, доподлинно неизвестно. Если верить легендам, золото тамплиеров оказалось в Новой Шотландии, Нова-Скотия, территория современной Канады. Полагают, что часть его перевезли в канадский остров Оук-Айленд, где потомки рыцарей храма спрятали его в тайнике с многочисленными ловушками. 28. Куда делись 10 колен Израиля? В конце 8 века до нашей эры целиком исчезли 5 шестых евреев, 10 из 12 этносообразующих родов. Их ищут уже 2500 лет и находят иногда в самых неожиданных местах, от Индии до Европы. О своем родстве с потерянными коленами заявляют даже в Японии. Там есть религиозное движение Макуя, представители которого уверяют, что сам императорский титул Микадо происходит от еврейского Ми-Гадоль, Великий. Ни одна из версий на сегодняшний день не является официальной. 29. Кто построил Стоунхендж? Загадка мегалитического комплекса Стоунхендж не разгадана до сих пор. По одной версии, его построили друиды, по другой – кельты, по третьей – древние бриты, по четвертой – сам Мерлин. Есть те, кто утверждает, что Стоунхендж – мистификация и был построен в новое время. Неизвестно также и то, как именно строили Стоунхендж. Во время реставрации комплекса, которая началась в 1901 году, а завершилась только в 1964, камни переставляли при помощи подъемных кранов, но в средние века такой техники не было. 30. Как строили монументы на острове Пасхи? Среди исследователей наиболее широко распространена теория, по которой Маай на острове Пасхи воздвигли поселенцы из островов Полинезии в XI веке. Как они это делали, до сих пор неизвестно. Эксперименты Тура Хейердала, о которых мы рассказывали в своем видео «50 тайн мира», которые наконец раскрыты наукой, увенчались успехом, но, к сожалению, все-таки лишь частично. Его способ транспортировки не годился для многометровых колоссов массой по 50 тонн и более. Норвежский ученый также не смог объяснить, как на Маой надевались шапки весом до 2 тонн. 31. Где была колыбель индоевропейцев? Этот вопрос до сих пор остается открытым. Раньше считалось, что колыбель индоевропейцев была в Индии, однако лингвистический анализ это опровергает. Как правило, в регионе происхождения какой-либо языковой семьи присутствует множество различных языков и диалектов той же семьи, а в Индии есть только одна индоарийская ветвь языков. В Центральной и Восточной Европе, напротив, существуют сотни разновидностей индоевропейских языков. Наиболее достоверной, хотя и недоказанной, является версия о том, что прародиной индоевропейцев были волжские и причерноморские земли, на которых археологами зафиксирована ямная культура. 32.
что послужило причиной великого переселения Европы. Великое переселение уничтожило античный мир, построив на его руинах Средневековье. Несмотря на множество версий, до сих пор не ясно, что стало главной причиной движения варваров. Как это обычно бывает в таких случаях, ученые говорят о сумме факторов. Во-первых, о перенаселении в Скандинавии, во-вторых, об изменении климатических условий, похолодании и повышении влажности. Наконец, о сдвиге социальных слоев, пришедшая к власти племенная элита была заинтересована в наживе. Лучшей целью стала Римская империя. 33. Кто спонсировал большевиков? Вопрос о том, на чьи деньги была осуществлена революция в России, до сих пор остается дискуссионным. Долгое время основной была версия о том, что первую роль в финансировании играл немецкий Генштаб, однако сегодня все больше историков склоняются к тому, что поддержка была и со стороны Англии, и со стороны Уолл-стрит, и даже со стороны старообрядцев, имевших тесные деловые контакты с английскими промышленниками. 34. В чем секрет невероятных статуй из мрамора? С самого детства нас учат представлять скульптора с молотком и зубилом. Кто не слышал фразу Микеланджело Буонаротти о куске мрамора, от которого надо отсечь все лишнее? Латинское слово «скальпо» – «вырезаю», «отсекаю». Сколько же мрамора ушло на изготовление скульптур, ваз, колонн и других шедевров, которыми мы любуемся сегодня, а у древних это были атрибуты их жизни. Есть целые дворцы, например, Мраморный дворец в Питере, отделанный плитами из мрамора. Сколько на это ушло мрамора, еще нужно прибавить мрамор, который был испорчен, если вдруг дрогнула неопытная рука. Ведь были же у мастеров ученики, и должны быть испорченные изделия. Ведь если что-то пошло не так, то на мраморе уже ничего не исправить. Надо начинать все сначала. И при этом любой мрамор не годился. Отбирался по оттенку и качеству. Музеи любого государства заполнены шедеврами из мрамора. А сколько их спрятано от посторонних глаз в частных коллекциях и запасниках музеев. Это ж какая работоспособность была у древних скульпторов. Или может у них были свои, неизвестные нам технологии. Как древние делали эти скульптуры. Почему сегодня никто не может повторить эти шедевры? Посмотрите на эту скульптуру Франческо Кверола «Избавление от чар», 1757 год, город Неаполь, капелла Сан-Северо. Разве можно сплести из мрамора такую сеть? Многие туристы проходят мимо этой скульптуры, думая, что на скульптуру наброшена настоящая сеть. И только когда узнают, что сеть вырезана из мрамора, осознают всю невероятность мастерства скульптора. А вот скульптура Джованни Лоренцо Бернини «Похищение Прозерпины» или «Плутон и Прозерпина». Создана эта скульптура была предположительно в 1621-1622 годах. Рим, галерея Боргезе. И что удивительно, скульптору на тот момент было всего 23 года, когда этот молодой человек смог постичь все секреты такого невероятного мастерства. Посмотрите, как пальцы отпечатались на бедре Прозерпины. Как такое можно создать? Как будто мрамор, из которого делали такие шедевры, вовсе не камень, а мягкий пластичный материал типа воска, а работа итальянских мастеров в технике мраморной вуали. Работа молодого и до того неизвестного скульптора Джузеппе Сан-Мартино «Христос под плащаницей», 1753 год, поражает всех, кто видит это чудо. Рафаэль Монти – еще один гений скульптуры. И что характерно, он жил уже в XIX веке, 1819-1881. Всего каких-то 140 лет назад. В 1838 году, в 19 лет, он выиграл свою первую золотую медаль за скульптурную группу «Александр укращает Буцефала». Но прославился этот гений своими работами в технике мраморной вуали. Серия его работ под названием «Весталки» появляется в Англии, начиная с 1847 года. И в этот же период он успевает повоевать в Италии на стороне итальянской революции 1848 года. У него хватает сил одновременно на скульптуру и на революцию. Он воюет, и в этот же год продает свою работу «Весталки» в Англию герцогу Деванширскому, который становится покупателем почти всех его работ. В 1848 году Монти
проиграв революцию, бежит в Англию, где продолжает работать. «Дама под вуалью», «Весталка», 1860 год, «Сон скорби и радость мечты», 1861 год, эти работы выполнены в технике мраморная вуаль. А далее он работает у Ротшильда в Букингемшире и, как и многие другие гении, умирает в нищете. Официальное объяснение такого мастерства очень консервативно: молоток, зубило и гений мастера. А при создании вуали объяснение такое: творили эти шедевры из двух кусков мрамора. Один твердый кусок внизу, а сверху тот, что помягче. Потом верхний кусок мрамора полировали до тех пор, пока он не приобретал прозрачность шелка. Вот такое объяснение. Но повторить никто не может. Рафаэль Монти был последним, кто знал тайну мраморной вуали. Но секрет не оставил. Хотя есть теория, что и Рафаэль Монти не знал этого секрета, он просто вывез из Италии творения мастеров предыдущих эпох и потихоньку продавал их, а скульптуры без рук и голов. Нам говорят, что так автор видел и задумал. Но логичнее предположить, что эти статуи пострадали во время каких-то катаклизмов или военных событий. Есть теории, что скульптуры отливали из мрамора, предварительно выполнив форму в воске для заливки мрамора. В старых книгах есть записи, что при нагревании мела получали жидкий мрамор, который заливали в форму. И почему все эти мастера собрались в солнечной Италии? Может, климат Италии располагает к появлению таких гениальных мастеров? Но сегодня даже Италия не рождает таких мастеров. Наша проблема в том, что мы придумываем всякие неправдоподобные объяснения тем фактам, которые не можем объяснить. Слово «мрамор» — это современное слово. Раньше говорили «мармор», говорят, что просто поменяли местами буквы. Но зачем? Мор или мар означает смерть или остановка жизни. Может, этот материал позволял запечатлеть остановку живого человека. А почему бы просто не признать, что вся история выдуманная, мы почти ничего не знаем о том периоде, когда жили такие мастера. Мы не обладаем теми технологиями и знаниями, которые были в тот период. Ведь и дворцы, в которых стоят эти скульптуры, это тоже шедевры, и мы ничего подобного построить не можем, как ни стараемся. Якобы разобравшись в технике работ гениальных мастеров древности, мы создаем сегодня свои шедевры. Вот такие шедевры создают сегодня итальянские мастера. А такие шедевры создают наши мастера. 35. Инская цивилизация. Сперва существование неизвестной древней цивилизации на территории современного Пакистана было воспринято несерьезно, слухи и слухи. А потом в 1842 году какой-то археолог сообщил, что нашел какие-то развалины. На это открытие не обращали внимания до 1856 года, когда во время прокладывания железной дороги раскопали останки доселе невиданной цивилизации. Сейчас, после множественных археологических экспедиций, мы узнали об инской цивилизации довольно немало. Найденные артефакты говорят о высоком уровне развития общества, жившего здесь в 3300-х годах до нашей эры. Главная трудность, с которой столкнулись ученые, невозможность расшифровки их языка. Хотя харабские письмена неполные, исследователи единодушно считают, что у харабцев был язык, и, судя по имеющимся доказательствам, он был письменным. Однако это спорный момент, ведь это значило бы, что индусы овладели письменностью раньше всех, кто проживал в этой области. Также некоторые артефакты намекают на возможное применение книгопечатания, и если это подтвердится, то инская цивилизация будет опережать китайскую в плане развития на 1500 лет. И это будет просто невообразимо. К несчастью, большинство артефактов редко содержит больше 5 уникальных символов, из-за чего некоторые исследователи полагают, что это неестественный язык. И хотя большинство экспертов с этим не согласно, не зная, что там написано, ничего нельзя утверждать наверняка. 36. История ольмеков. Загадочный народ ольмеков, по преданию, жил где-то в нынешней Мексике в 1100 году до нашей эры, что делает их древнейшей центральноамериканской цивилизацией. До начала 1990-х годов о них мало что было известно,
пока группа местных жителей из города Веракрус не раскопала хорошо сохранившуюся каменную плитку, испещренную древними письменами, куда более древними, чем что-либо, найденное до этого. Она стала величайшей археологической находкой. Ученые изучили надписи на камне и сделали несколько удивительных открытий. Во-первых, артефакт принадлежал загадочной цивилизации ольмеков. Далее, эксперты заключили, что текст был настолько хорошо структурирован, что в нем есть все признаки осмысленных предложений, исправления ошибок и даже стихотворные строки. Более того, характер отметин позволяет предположить, что эта плитка – частная копия указанного текста. Если это правда, то должны быть еще различные документы, записи, торговые пути или даже древняя литература, ждущие своего Колумба. Единственный минус – невозможность расшифровать язык ольмеков. Он не похож ни на одну из ранее открытых американских систем письменности. Без документа, вроде Розесского камня из Египта, понять этот древний народ практически невозможно. Для исследователей эта задача схожа с исследованием инской цивилизации, только хуже. И хотя найденная табличка пока первый и единственный документ на североамериканском континенте, эксперты уверены, что ольмеки могли написать сложные рассказы, детальные отчеты и даже религиозный календарь с подробным описанием традиций. Нам еще предстоит узнать, что случилось с этой цивилизацией после 300 года до нашей эры, и, возможно, это станет одним из величайших исторических открытий ближайшего будущего. Стоит отметить, что ольмеки входят в рейтинг 10 мистически исчезнувших цивилизаций. В Центральной Америке задолго до ацтеков и майя жили ольмеки, которые вырезали из камней гигантские головы. У них на это было много времени, так как вокруг не существовало ни враждебных племен, ни вообще каких-либо угроз и развлечений. Кажется, что нет ничего необычного в этом занятии, ведь гигантские головы из камня вырезали и на острове Пасхи, и в других местах. Но разница в том, что ольмеки вырезали головы из вулканического базальта, который можно было взять где-то в 200 километрах от места, где они поселились и установили эти памятники. Каждая голова весила примерно 20 тонн, а у ольмеков не было колеса. Ты можешь сказать, что египтяне справлялись с перетаскиванием тяжелых блоков и без колес. Но, во-первых, они передвигали груз на незначительное расстояние, тогда как большую часть пути блоки переправляли по Нилу, а во-вторых, ольмекам пришлось бы тащить огромные глыбы через джунгли и плато, а египтяне носили камни по пустыне. До сих пор ученые точно не знают, как именно и зачем ольмеки перетаскивали огромные блоки на такое расстояние, и сколько времени это заняло. 37. Меч в камне. Наверное, почти все слышали легенду о короле Артуре, рыцаре, который вытащил из камня меч, который никто больше поднять не мог. Некоторые отчаянные романтики верят, что Артур – реально существовавший человек, и, исходя из знаний, мы не можем это полностью отрицать. Доподлинно известно, что в жизни действительно существует меч в камне, может, он и стал источником вдохновения для легенды. Настоящий меч был найден в часовне Монте-Сьепи в аббатстве Сан-Гальгаро, расположенном в Тоскане, Италия. История гласит, что святой Гальгано Гвидоти начал свою жизнь как злой и жестокий рыцарь. В 1180 ему встретился архангел Михаил, который сказал Гвидоти бросить грешную жизнь и последовать пути Божьему. Сперва тот отказался, но потом он проезжал через Монте-Сьепи, тогда еще просто каменистый холм. К нему взывал голос с небес, который сказал, что сейчас самое время, чтобы измениться. Рыцарь ответил, что это все равно, что рассечь скалу мечом, и чтобы показать невыполнимость просьбы, он вонзил свой меч в камень. И вместо того, чтобы сломаться, клинок вошел в булыжник. Не поверив в случившееся, он упал на колени и стал молиться у этого самого камня, как у алтаря впредь. Спустя примерно год Гальгано умер и был причислен к лику святых в 1185 году папой Люциусом III. Церковь возвели вокруг того самого меча в камне. Правда, сейчас он закрыт прочным пластиковым чехлом, чтобы никто не вздумал стать королем Англии. 38. Мэнский пенни.
Еще один спорный артефакт – Мэнский пенни. Эта монетка была найдена 18 августа 1957 года в археологическом карьере при исследовании культуры американских индейцев недалеко от Бруклина, в штате Мэн. Было обнаружено целых 30 тысяч великолепных артефактов, но особенно примечателен среди них один, не принадлежащий индейской культуре, Мэнский пенни. Одни исследователи считают его подделкой, другие – доказательством того, что и в доколумбовые времена европейцы приезжали на этот континент. Ученые спорят насчет происхождения этой монеты. Определенно, она не сделана американскими индейцами, и некоторые даже полагали, что она была привезена в XII веке из Англии. Более поздние исследования утверждают, что артефакт скандинавского происхождения и был изготовлен в XI веке. В университете Осло подтвердили, что подобные монеты имели хождение в Норвегии в 1060-1080 годах до нашей эры. Теперь Мэнский пенни осел в Национальном музее штата Мэн, власти которого хранят молчание и официально не могут подтвердить ни происхождение, ни даже подлинность артефакта. Эта необычная находка будет долго пытать умы ученых, сколько их здесь еще и как они сюда попали. 39. Гёбекли-Тепе. Историки утверждают, что первые человеческие цивилизации начали строить деревни, заниматься сельским хозяйством и возводить храмы лишь в 8000 году до нашей эры. Но так ли это на самом деле? Это удивительное открытие бросает вызов устоявшимся взглядам на антропогенез. Открытие свершилось в 1994 году в сельской местности Гёбекли-Тепе в Турции. На вершине горного хребта возвышается более 200 больших каменных столбов высотой до 18 метров и весом около 20 тонн каждый. Они выстроены в серию из 12 колец с изображениями различных животных. Находка датирована 12-тысячным годом до Рождества Христова. Да этот турецкий алтарь на 1000 лет старше Стоунхенджа. Возможно, даже это старейшее место поклонений в мире. Различные доказательства указывают, что это место было построено древними кочевыми охотниками и собирателями, еще не освоившими сельское хозяйство. Современная наука полагает, что при таком уровне развития люди еще ничего не знали о сложных символьных системах, социальной иерархии и разделении труда, необходимых предпосылок для постройки этого гигантского храма, площадью в 89 тысяч квадратных метров. По идее, религия должна возникнуть после того, как люди перейдут от охоты и собирательства к сельскому и животноводческому хозяйству, но эта находка может утверждать обратное. Таким образом, возникает вопрос, может необходимость постройки и стала причиной, по которой люди осели, начали строить общины и стали искать постоянный источник пищи, чем и изобрели сельское хозяйство. Если да, то как древние кочевники это сделали? Как им удалось сделать это за тысячи лет до кого бы то ни было? И, наконец, что это за люди и куда они делись? Археологи пока не могут дать ответа. 40. Зальцбургский куб. Строго говоря, Зальцбургский куб и не куб вовсе, поэтому иногда его называют вальвзесским железным самородком. Этот интересный артефакт был найден в 1885 недалеко от Вальвзега Амхаусрука, что в Австрии. Говорят, этот интересный яйцевидный объект нашел шахтер при добыче угля для сталелитейного цеха. Находка была покрыта выбоинами, и глубокой опоясывающей его канавкой имела острые грани и весила около 800 грамм при габаритах в 6,6 на 6,6 на 4,7 см. Химический анализ показал, что яйцо состоит из легированной стали с добавлением никеля и углерода, а отсутствие серы показало, что это не пирит. По всем признакам это было рукотворное изделие, выточенное из единого куска железа. И все бы ничего, но артефакт был найден в залежах угля возрастом в 20-60 миллионов лет. Вот так задачка. И как мог появиться столь причудливо украшенный кусок железа за миллионы лет до официального появления людей? Ученые бьются над этой загадкой уже более 100 лет. Некоторые ученые считают, что артефакт – подделка, другие, что это подарок гостей из космоса,
Третьи утверждают, что это метеорит. Долгие годы Зальцбургский куб переходил из одного исследовательского центра в другой, но сейчас этот загадочный объект находится в Австрии, в краеведческом музее города Фёклабрук. 41. Откуда египтяне брали запрещенное вещество? Когда Христофор Колумб открыл новый свет, он нашел много невиданных в Европе животных и растений. Он узнал о табаке и попробовал странное запрещенное вещество из листьев коки, а своими открытиями поспешил поделиться с соотечественниками. По крайней мере, так говорят. Но если это так, то каким образом египтологи нашли в мумиях следы этого запрещенного вещества? В 1992 году немецкие ученые исследовали древнеегипетских мумий и обнаружили в их волосах, костях и коже следы табака и упомянутого вещества. Но табак и данное вещество в то время выращивали исключительно в Америке. Не желая рисковать своей репутацией из-за, так сказать, открытия данного вещества, ученые поручили независимой лаборатории провести те же тесты на нескольких мумиях. Результаты подтвердились, мумии были просто напичканы им и табаком, и немецкие ученые стали изучать все больше мумий и обнаружили почти у трети из них следы табака, а внутри мумии Рамзеса II, того самого, известного по библейскому сюжету «Исход», про Моисея и 10 заповедей, лежали листья табака и окаменевший табачный жук. И это не шутка. Похоже, Рамзес II был заядлым курильщиком. Но откуда у древних египтян подобные вещества? Ведь нет никаких записей о путешествии египтян в неведомые дали, да и свидетельств употребления упомянутых запрещенных веществ тоже. И похоже, эту головоломку ученые разрешат не скоро. 42. Гигантский кодекс. Кодекс Гигас, что с латинского языка переводится как «гигантская книга», самый крупный древний манускрипт в мире. Согласно историкам, книга была написана в XIII веке в Бенедиктинском монастыре в чешском городе Подлажице, затем во время 30-летней войны в 1648 была захвачена шведской армией и теперь находится в Национальной библиотеке Швеции в Стокгольме. Этот фолиант был изготовлен более чем из 160 животных шкур и может быть поднят усилиями 2 людей. В книге содержится полный текст вульгаты, общепринятого латинского перевода Библии авторства блаженного Иеронима Стридонского, а также множество других работ на латыни, включая иудейские древности Иосифа Флавия, сборник трудов Гиппократа по медицине, чешскую хронику Козьмы Пражского, начало Исидора Севильского. Помимо этого, там имелись тексты для обрядов экзорцизма, магические формулы и описания Царства Господня. Ну и, конечно же, полноразмерное изображение сатаны, из-за которого книгу нарекли дьявольской Библией. Легенда гласит, что монах, написавший эту книгу, заключил сделку с дьяволом после того, как его приговорили к вмуровыванию в стену заживо. Благодаря сатане, оставившему на страницах Библии свой портрет, монах сумел закончить книгу за 1 ночь. Исследователи, рассматривавшие книгу, заключили, что письмена в книге довольно однотипные и четкие, как будто бы книгу действительно написали за очень короткое время. Однако это невозможно, ведь пришлось бы беспрерывно строчить целых 5 лет подряд. Ученые вообще считают, что этот кодекс требовал свыше 30 лет работы над ним. Впрочем, надо помнить, что некоторые монахи могли получить наказание в виде копирования священных текстов. Умение и усидчивость, с которыми выполнена эта работа, сейчас и не встретишь. А может, тут действительно нечистая сила замешана? 43. Боснийская пирамида Солнца. Находка пирамид в Боснии могла бы стать величайшим археологическим открытием Европы. Согласно утверждениям доктора Семира Османагича, заведующей кафедрой антропологии Американского университета, в Боснии и Герцеговине найденная пирамида может быть древнейшим рукотворным объектом на Земле, впрочем, этот титул может достаться и крымским пирамидам. Доктор Османагич обнаружил ее еще в 2005-м, когда проездом останавливался в городе Висока. Загадочный холм сильно выделялся из окружающего ландшафта, чем и привлек внимание антрополога. Сооружение называется пирамидой Солнца и Луны. Его высота – 220 метров,
что гораздо выше пирамиды Хеопса в Гизе. И самое удивительное в Боснийской пирамиде то, что она направлена на север с ошибкой лишь в 12 угловых секунд. Слишком точно, чтобы быть простым совпадением, ведь у Великой пирамиды Гизы абсолютно такая же точность расположения. Пирамида Хеопса расположена на пересечении самой длинной параллели и самого длинного меридиана, то есть точно над центром масс Земли. Мало того, грани ее основания расположены точно по сторонам света. Слишком точное расположение, чтобы оставлять его незамеченным. И тут вдруг находится аналогичная пирамида. Как же так вышло? Неужто имела место связь двух древних цивилизаций? Потребуются годы, чтобы ответить на вопрос, который, быть может, изменит официальную науку навсегда. 44. Винтовая лестница часовни Лоретто. В Нью-Мексико в конце 1870-х годов архитектор часовни Лоретто, которая строилась в американском Санта-Фе, внезапно умер до ее окончания. И тут выяснилось, что в сооружении не была запланирована ни одна лестница, которая должна вести на хоры. Лестница стандартного типа там бы попросту не поместилась, и другую придумать не могли. И выход нашли в вере. Местные монахини на протяжении 9 дней молились святому Иосифу, а на 10-й день в часовне появился необычно выглядящий мужчина, который сказал, что может найти решение этой проблемы. На протяжении 3 месяцев он без устали работал в одиночестве, никого не подпуская и используя только самые примитивные инструменты, а после окончания возведения просто исчез. А лестница поражает историков и архитекторов и сегодня. Она не имеет ни одного гвоздя, а древесина, которая в ней применялась, вообще не растет в этом регионе. Само собой, что монахи приписывают строительство самому святому Иосифу, а вот ученые бьются над загадкой лестницы до сих пор. 45. Затерянные гробницы Маковеев. Удивительное семейство, известное по библейским сюжетам, которое состояло из еврейского священника Матафия и его 5 сыновей, восставших против язычества в эллинистической империи селевкидов. После смерти священника его сын Иуда стал во главе борьбы за христианство и сумел освободить Иудею от селевкидов, вернув им Иерусалимский храм. А каждый последующий сын, пытавшийся продолжить борьбу, умирал сразу после достижения цели. Вот их затерянные могилы и ищут уже более 150 лет. Несколько лет назад ученые были уверены, что стали на шаг ближе, найдя подобное семейное погребение, однако они ошиблись. 46. Рукопись Сибиу. Чуть больше 60 лет назад был обнаружен документ под названием «Рукопись Сибиу», который иногда называют манускриптом. Он состоит из 450 страниц и был написан приблизительно в 1500-е годы. Но вот информация, которая в них написана, поражает исследователей, так как знания, там зафиксированные, значительно опережают время. В них рассказывается о технических характеристиках по артиллерии, баллистике и даже чертежи многоступенчатых ракет. Причем в последнем случае описывается случай успешного запуска многоступенчатой ракеты в 1555 году, а совершил его сам автор рукописи Конрад Хаас, который ее же и построил. В подлинности рукописи никто не сомневается, но это значит, что ракетостроение изучалось за 400 лет до 20 века, а вот как именно это происходило, ученые пока не понимают. 47. Как выглядели древние египтяне? Мы знаем о египтянах практически все: их язык, культуру, методы строительства, общественное и политическое устройство. Но мы до сих пор не в курсе, как они выглядели. Из фильмов можно понять, что они были смуглыми, чем-то похожими на арабов, но так египтяне выглядели уже после завоевания Египта персами. А это было через тысячелетия после постройки пирамид. Когда Египет начал интересовать европейцев в XIX веке, общество было крайне расистским, и никто не мог допустить факта, что какие-то там небелые могли построить такие грандиозные сооружения, и это явно дело рук кого-то, кто похож на древнегреческих богов. Позже появилась теория, что египтяне были черными, ведь страна находится в Африке. Рисунки в гробницах фараонов тоже мало о чем говорят,
Ведь там были стилизованные картинки, где у мужчин была красная кожа, а у женщин ярко-желтая. И все это может быть как реальными оттенками кожи, так и просто способом изображения разных полов. В древнегреческих источниках египтян изображают темнокожими и кудрявыми, но что означает здесь слово «темнокожий», тоже не ясно. Может, это люди, которые были чуть темнее, чем греки, а может, представители негроидной расы. 48. Путешественники во времени. Ученые в последнее время все больше уверены, что перемещения во времени возможны. И доказательством служат многочисленные факты. Так, например, на этом фото запечатлено открытие моста Саус-Форк-Бридж в Британской Колумбии, которое произошло в 1941 году. В кадре можно увидеть человека, явно выделяющегося среди остальных. У него короткая прическа, затемненные очки, свитер поверх футболки, а в руках современный фотоаппарат. Такой образ можно часто встретить в наши дни. А вот для 40-х годов он показался странным. Специалисты провели собственное расследование, в ходе которого им удалось разыскать человека, участвовавшего в тех событиях. Но, к сожалению, он не вспомнил странного незнакомца. Подлинность фото была доказана несколько раз при помощи различных анализов. 49. Кто и зачем построил сеть искусственных пещер в Китае? В 1992 году жители китайской деревни Лунью решили откачать воду из пруда с помощью насоса. Откачав часть воды, они поняли, что это не пруд, а затопленный вход в древнюю искусственную пещеру. Это заинтересовало власти Китая, и началось исследование. Оказалось, что это была одна из 36 пещер, а по сути комнат, которые относятся к династии Хань, то есть им около 2000 лет. Необычно и то, что никто не знает, кто и зачем построил эти пещеры. И это странно для Китая, где любое действие документировалось еще с тех времен, когда просвещенные европейцы бегали в набедренных повязках. Нам известно, кто и зачем построил Великую Китайскую стену и другие известные объекты именно по точной документации. И нет, это не естественные пещеры, созданные тектоническими сдвигами и водой, так как в помещениях были найдены следы долота, лестницы, опорные колонны и изображения, созданные людьми. Высказывается мнение, что это могло быть убежище для богатой семьи или погребальная камера. 50. Как прочесть один из самых важных языков в истории? Ты можешь сказать, что мы уже умеем читать на древнегреческом, древнеримском и древнекитайском. Но нет, речь идет об этрусках, народе, жившем до римлян на территории Тосканы. Именно этруски, а не римляне, изобрели акведуки, канализацию, мосты, металлургию, дороги и городское планирование. Римляне же, придя на все готовое, просто прибрали это к рукам и, к их чести, улучшили изобретение. Историкам очень хочется поближе узнать культуру этрусков, но этому мешает их язык, который до сих пор остается для ученых загадкой. На данный момент исследователи лишь немного продвинулись в расшифровке этого языка, чему помогли скрижали и спирги, где содержится несколько слов из этрусского и пунического языков. И если с другими древними языками нам повезло потому, что в некоторых случаях правители и историки тех времен переводили свои законы или научные труды на другие языки, например, как это было с Розесским камнем, который помог расшифровать древнеегипетский, то у этрусского языка такого источника нет. Ни римляне, ни греки, ни кто-либо еще, если не считать вышеупомянутых скрижалей, не создали таких источников. Есть немало надписей на этрусском языке, которые ученые жаждут прочесть, но пока что перспектива их расшифровки туманна. 51. Кем были народы моря? В XIII веке до нашей эры сразу несколько городов на Средиземноморском побережье подверглись атаке со стороны огромного количества неизвестных людей, пришедших с моря. Высадившись на берег, они начали уничтожать все вокруг, сжигая города дотла. Первым подвергся атаке район Анатолия, который находится в современной Турции. Пришедшие просто сожгли несколько городов, а после погрузились на корабли и отправились дальше. Так, например, народы моря сожгли Кадаш, крупный торговый центр древнего мира,
находившейся на территории современной Сирии. Они опустошили буквально все побережье Средиземного моря и потерпели поражение только в Египте, и то египтянам пришлось сильно напрячься, чтобы выгнать захватчиков. Кем были народы моря, до сих пор точно неизвестно. Ученые предполагают, что это была группа средиземноморских народов, которые начали миграцию из-за бронзового коллапса. Предположительно, они вышли из района Балкан и Малой Азии. Разделившиеся на несколько групп после проигрыша в Египте, народы моря заселили Средиземноморское побережье. 52. Где находится гробница Клеопатры? Египетская царица Клеопатра, по древним источникам, была похоронена с Марком Антонием в 30 году до нашей эры в общей гробнице. Плутарх писал, что гробница находилась рядом с храмом Исиды и была одним из самых красивых произведений искусства. Ученые долгое время пытались, и до сих пор пытаются, найти эту гробницу, но безуспешно. В 2010 году провелись раскопки недалеко от Александрии, и был найден ряд гробниц, относящихся к эпохе правления Клеопатры, но место погребения египетской царицы и римского консула найдено не было. Археологи предполагают, что гробницу Клеопатры разграбили, и ее уже нельзя будет идентифицировать как последнее пристанище знаменитой царицы. Эта точка зрения вполне правдоподобна, ведь Плутарх писал, что гробница была богато украшена золотом, серебром, изумрудами, жемчугом, черным деревом и слоновой костью. Идеальная нажива для расхитителей. 53. Где находится сокровище из медного свитка? Медный свиток обнаружили вместе с кумранскими рукописями, более известными как свитки Мертвого моря, в пещерах Кумрана Иудейской пустыни. В отличие от других свитков, написанных на пергаменте, этот сохранился хорошо, так как написан на сплаве меди соловом. В свитке указан список мест, где спрятаны сокровища. Причем их так много, что ученые считают это вымыслом. Если верить свитку, сокровища в общей сумме весят около 4000 центнеров. Рукопись создана Исеями, одной из иудейских сект, примерно в 50-100 годах до нашей эры, в то время, когда было предпринято несколько попыток восстания против римского правления. Ученые предполагают, что сокровище спрятали для того, чтобы оно не досталось римлянам. Реально оно или нет и где оно находится, эти вопросы, возможно, навсегда останутся тайной. 54. Существовали ли висячие сады Семирамиды? Древнегреческие и древнеримские авторы упоминают в своих работах об одном из чудес света висячих садах Семирамиды, располагавшихся в Вавилоне. Так, например, примерно в 250 году до нашей эры Филон Византийский писал, что в этих садах растения выращивали над землей, а корни деревьев уходили в верхнюю террасу, а не в землю. Археологи до сих пор не могут найти свидетельства реальности висячих садов. До сих пор висячие сады Семирамиды остаются единственным из 7 чудес света, местонахождение которого так и не удалось найти. Более того, неизвестно, существовали ли они в реальности. Учитывая, что территория, где располагался Вавилон, нередко подвергалась разграблению, возможно, ученые никогда не найдут ответа на эту загадку. 55. Озеро Байкал – древний затопленный карьер. Не все ученые согласны с природным происхождением Байкала, самого большого озера на планете. Согласно новой теории археологов, Байкал может быть древним затопленным в незапамятные времена карьером. Площадь водной поверхности Байкала составляет 31 722 квадратных километра, что сравнимо с площадью Бельгии или Голландии. По официальной, принятой в научной среде версии, озеро имеет тектоническое происхождение. Однако еще в 1971 году ко дну озера спустили аппараты подводной съемки рельефа. И на глубине в 1410 метров обнаружили ступени с наклоном к центру впадины, аналогичную структуру имеет любой карьер с машинной выработкой. Ученые обратили внимание и на расположенное на берегах озера Бугульдейское месторождение по добыче мрамора. Рядом еще несколько веков назад добывали золото и другие полезные ресурсы. Достаточно смелая теория ученых подразумевает,
что у территории Байкала когда-то была цивилизация, способная проводить машинные работы. Но доказательства исследователям еще предстоит найти, а пока в силе остается классическая версия о тектоническом происхождении озера. 56. Проклятие Текумси. Совпадение или реальность? Текумси был лидером племени Шауни, известного своим мятежом против Соединенных Штатов в 1810-1811 годах и своим участием в войне 1812 года. Когда Шауни были побеждены американцами, Текумси проклял всех будущих президентов США. Он предсказал всем, кого изберут в год, кратной 20, трагическую гибель. Проклятие это или нет, но факт, что 7 президентов США, избранных в год, оканчивающийся на 0, умерли во время пребывания в должности, а 2 других еле отскочили. 3 погибли от болезней. Уильям Генри Харрисон, избранный в 1840 году, умер от пневмонии. Уоррен Хардинг, избранный в 1920 году, умер от отравления, а Франклин Рузвельт, избранный в 1940 году, умер от кровоизлияния в мозг. 4 были убиты. Авраам Линкольн, избранный в 1860 году, Джеймс Гарфилд, избранный в 1880 году, Уильям МакКингли, избранный в 1900 году, и Джон Кеннеди, избранный в 1960 году. 2 других президентов стали жертвами покушений. Рональд Рейган, избранный в 1980 году, и Джордж Буш, избранный в 2000 году. Совпадение? 57. Код Бейла. Ключ к сокровищу. Код Бейла представляет собой серию из 3 закодированных текстов, раскрывающих местонахождение величайшего сокровища в истории США. Первоначально это сокровище принадлежало Томасу Джефферсону Бейлу, который в 1818 году оставил послание в виде 3 текстов и обещания, что в этих текстах ключ к сокровищам. Из 3 текстов только 2 расшифровали. Интересно, что американская декларация независимости оказалась ключом к разгадке 2 текста. И еще более интересно, что Бейл – это один из авторов Декларации независимости Соединенных Штатов. Расшифрованный 2 текст указывает, что сокровище спрятано в Бетфорде, штат Вирджиния, но точное местоположение, скрытое в одном из 2 неразгаданных текстов, остается неизвестным. Охотники за сокровищами продолжают надеяться найти сокровища, оцениваемые в $43 миллиона. Но пока безуспешно. 58. Фесский диск – одна из самых больших загадок. Итальянский археолог Луиджи Пернье в 1908 году на месте Минойского дворца Фестас, Греция, обнаружил диск из обожженной глины, содержащий загадочные иероглифы. Считается, что диск был создан где-то во 2 тысячелетии до нашей эры. На обеих сторонах диска выгравированы 45 иероглифов с движущимися элементами в спиральном расположении, снаружи к центру. Некоторые историки полагают, что иероглифы напоминают письмена, использовавшиеся в Древнем Крите. Единственная проблема заключается в том, что удалось расшифровать иероглифы, находящиеся только на одной стороне диска. Что написано на 2 стороне, остается загадкой и по сей день. 59. Проклятие Тутанхамона. История мести. Тутанхамон – египетский фараон, родившийся в 1345 году до нашей эры. Он умер в 18 лет. 4 ноября 1922 года британцы Говард Картер и Джордж Карнарвон обнаружили в долине царей в Египте вход в подземную гробницу, в которой находилась погребальная камера молодого фараона. Гробница содержала невероятные сокровища, в том числе нетронутый саркофаг молодого фараона. Несколько месяцев спустя Карнарвон умирает от ужасной лихорадки. И это только начало. 26 людей из команды археологов, нашедших гробницу, среди которых видные египтологи, умирают в следующие месяцы и годы. Может, причиной их смертей стала ярость Тутанхамона, вызванная вторжением в священное место. Эта теория легла в основу многих мифов о фараонах. По другой теории, смерть наступила из-за ядовитых грибов, которые находились в погребальных камерах.
60. Криптос – криптография как искусство. Криптос – скульптура, созданная художником Джимом Санборном и криптографом Эдвардом Шейтом, бывшим ЦРУшником. Вся поверхность скульптуры выгравирована закодированными сообщениями. Только 3 из 4 секций были расшифрованы. Никому еще не удалось разгадать тайну 4-го раздела. На этом я бы хотел закончить это видео с 60 неразгаданными тайнами истории. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт, надпись Шукбора «Путь Святого Грааля». Если вы посмотрите издалека на памятник пастуху XVIII века в Стаффордшире в Центральной Британии, то увидите скульптурную копию знаменитой картины Николя Пуссена «Аркадские пастухи». Однако если мы подойдем ближе, то заметим серию букв. Код, который пытаются разгадать уже 250 лет. Никто не знает, откуда взялся этот код. Некоторые полагают, что это одна из загадок тамплиеров, ведущих к Святому Граалю. Величайшие умы бились над этой тайной, включая Чарльза Диккенса и Чарльза Дарвина. Все напрасно. Вот такими у нас получились 60 неразгаданных тайн истории. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике. Знали ли вы бонусный факт? Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом.